Всем привет! Сегодня первые впечатления от этого нового автомобиля Havail Julian 23 года выпуска. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Итак, давайте посмотрим, что там под капотом Havail Julian. Так, достаточно тяжелый, увесистый капот. Пневмоупоров, конечно, нет, но я уверен, что их можно доустановить. Вместо этого вот такая вот палочка. Ну, в принципе, достаточно прочная. Бывают и потоньше варианты. Итак, что мы видим? Итак, для тех, кто любит сам все обслуживать, здесь достаточно легкий доступ. Аккумуляторная батарея вообще легко меняется. Смотрите, воздухозаборник, как придуман. Ведь поток воздуха идет вот с левой стороны, да, проходит, минует весь движок, и потом только заходит воздушный фильтр. Ну, интересно придумано. Так, смотрю, тут турбина есть. И, конечно, двигатель здесь 1,5-литровый, но турбированный, можно снять сколько угодно лошадиных сил. Но это на его надежности и ресурсы скажется точно. Для омывайки, расширительный бачок. Что у нас здесь внутри? Давайте заглянем. Да, небольшой двигатель. Ну, конечно, 1,5 литра. Все новое, все чистенькое. Пахнет замечательно. Генератор вот он крутит с левой стороны. Ну, достаточно небольшого размера. Ну, может быть, им больше и не нужно. И то, что меня удивило, что здесь с завода идет вот эта оригинальная распорка для усиления жесткости кузова. Ну, возможно, здесь это необходимо. Но странно, что придумано вот только на один такой маленький болтик, да? Нету вот этой огромной чашки, которая должна, ну, держать весь стакан, да? Вот, крепиться за него на 3 болта. Кстати, скоро я на Subaru Outback на свой кременек установлю. Мне уже выслали. Специально для меня изготовили ребята, даже покрасили в цвет графит, цвет машины. Так что скоро будет видео, как установлю. LED фары LED Vision. Ну что, смотрится достаточно симпатично. Интересно, как он светит ночью. Идет на литых дисках, размер 215 на 60 на 17 радиус. Спереди очень мягкие подкрылки пластиковые, но они есть, что не может не радовать. Единственное незащищенное место вот здесь вот, только там красочка, да? Никакой антикоррозийной обработки там нет. Что не очень хорошо, и это надо будет новому владельцу этим заняться. Отлично, сзади. А вот сзади пластик идет практически полностью по всей арке, закрывает, но тоже вот какой-то вот странный элемент прям вырезан. Тоже нужно будет заделать, антикорить. LED Vision, что, даже задние фонари, да? Знаю, что этот автомобиль мне дадут всего на 1 час, и то не покататься, а просто сделать быстрый краткий обзор. Хочу сказать, что музыка здесь очень хорошо играет, не знаю. Я посмотрел несколько обзоров до этого, люди жаловались, говорили, что картонный. Нет, отлично играет. Внешний вид торпеды мне очень симпатизирует. Единственное, что не очень понравилось, так это вот этот вот жесткий пластик с одной стороны, но он очень тонкий. То есть он проминается, и вот эти вот вырезы, вот эти 4 штучки сделали, как будто... А дальше не стали, будто что-то недоработано. Но так, внешне, конечно, чувствуешь, что может быть, материалы и не такие дорогие в отделке, но выглядит очень и очень даже добротно. В данной комплектации тканевая обивка сидений, что в принципе даже хорошо, потому что
здесь настоящей кожи вы не найдете. Если и будет, то такой вот кожзам, на котором, ну, зимой, как сейчас, вот минус 13 у нас сегодня, ну, наверное, не так уж хорошо будет. Хотя есть подогрев сидений, и очень многие жаловались, что, ну, нету таких физических кнопок, да, подогрева. В принципе, да, странное решение, потому что, ну, где-то можно было здесь для них вот найти местечко. Потому что вот есть 3 держателя для телефона, да, вот раз, два, вот если у вас маленький еще сюда что-то можно вставить, ну и, конечно, зарядка. Но зарядка у меня не работает, у меня Pixel 6, ну и почему-то, может быть, там в настройках нужно еще это дело поправить. И, в принципе, не так уж удобно везде это смотреть. Допустим, если у тебя навигация, то как тебе поставить телефон, чтобы смотреть на эту навигацию, непонятно. Ну, опять крепить на стекло. Но, возвращаясь к подогреву сидений, многие владельцы жаловались, что нету физических кнопок. Да, кстати, можно было бы сделать. Вот здесь 2 не задействованные вообще. Может быть, в каких-то комплектациях они что-то делают, но здесь вот это как раз можно было сделать. И, в принципе, все управление идет вот с мультимедиа. Но мне не составило труда, я, в принципе, почти сразу нашел, ну, интуитивно. А оказывается, все достаточно просто. Я нашел это практически с первого раза. Надо найти только иконку управления автомобилем, вот она. И вот видите, 3 как раз подогрев сидений. Вот можно включить в 3 режимах. И, кстати, есть подогрев руля. Удивительно полезная его функция, как оказалось. Потому что приятно, прям вот сейчас вот ручки замерзли, пока капот открывал. А прогревается рулевое колесо по всей своей поверхности и окружности. Не так, как делают некоторые производители, что только вот в местах хвата, да? Ну, еще иногда внизу. 4 спицы. Ну, даже удобно вот так вот рулить будет. Отлично. Управление. Вот эти отверстия странные. Пыль сюда забьется, никогда отсюда ее так и не сможешь без щеточки там специальной убрать. Приятная такая кнопочка аварийки. Обдув. Немножко необычное, конечно, решение, когда нету отдельного блока управления климат-контролем. Все это здесь завязано на мультимедиа, и каждый раз нужно вот находить этот вентиляторик и, соответственно, вот включать либо кондиционер, либо вот обдув, рециркуляция, обогрев переднего и заднего стекла. Кстати, переднее стекло полностью обогревается. Нити, их, наверное, не видно сейчас вам, но они идут по всей поверхности лобового стекла. Очень, очень интересное решение и грамотное, наверное. Опять же, такое спорное решение. Есть физические кнопки, которые завязаны на управление климат-контролем, но включая либо выключая, вы сразу переноситесь в меню, где можно будет как раз регулировать. Да, выключить кондиционер, либо включить обдув и, соответственно, прогрев. Но вентилятор, управление его, вы можете управлять только вот на самой мультимедиа. Хотя вот эти кнопочки тоже могли быть задействованы. Ну почему не сделать вот плюс-минус, да, вот, и все было бы без проблем. Хотя, смотрите, вот мы выбрали, допустим, 2-ю скорость, выключаем. Снова включив, она снова будет на 3-й скорости, да. Если мы хотим добавить больше обдув, допустим, чтобы утром машина прогрелась быстрее, там, да, стекла оттаяли. Выключаем, уходим. После того, как включили, снова запоминает на той скорости, которую мы оставили до этого. Ну, хорошо. Требует привычки, но решение имеет право на жизнь. Есть рулевые лепестки для переключения псевдопередач. Здесь стоит роботизированная коробка с мокрым сцеплением, возможно, даже 2. И ломая все стереотипы, здесь все еще присутствуют физические спидометр и тахометр. Вот он, настоящие стрелочки, которые показывают температуру двигателя и сколько осталось бензина в баке. Может быть, это только в этой комплектации, но меня очень радует это. Я, в принципе, вот видел, что некоторые комплектации имеют и уже цифровую панель приборную, но здесь так, и это очень хорошо. Рядом с левой коленкой отключение ESP, помощник при спуске с горы и регулировка освещения ламп салона, так думаю. Я обнаружил ручную регулировку, но только по углу наклона. По вылету нет. Средних размеров бардачок, ничем не обшит, только пластик. 2 подстаканника как раз вот с удерживающими резиновыми проставками. Подлокотник находится на такой приятной для руки высоте. Он нерегулируемый, ну, достаточно мягкий, такой вот сбитенький, я бы сказал. Небольшой отсек, но глубокий. Внутри еще вот есть такая вот мягкая дерюшечка, чтобы ничего не стучало. Хорошо. Можно было, мне кажется, сделать его побольше. Хотя нет, наверное, нет, потому что здесь есть обдув для задних пассажиров. А места здесь нет, потому что здесь воздухообдувы для задних пассажиров. И есть 2 USB входа для подзарядки.
При сложных спинках сидений получается достаточно ровный пол и немало места. Можно даже при необходимости переночевать в машине где-нибудь, если вы застряли в лесу или выехали там в палаточный лагерь, но палатки не оказалось. Удобно. Солнцезащитные козырьки имеют зеркало и подсветку, но не имеют, к сожалению, регулировки по вылету. В самом нижнем положении находится кнопочка старт-стоп. Возможно, даже алюминиевая. Вместо привычного селектора КПП здесь вот такая вот симпатичная шайбочка, мне кажется, вот позаимствованная, может быть, с Land Rover и Jaguar. И я думаю, она должна понравиться вот представительницам прекрасного пола. И ей очень легко пользоваться. При нажатии на педаль тормоз удержания можем переключиться на реверс. Тогда как раз загорается камера заднего вида. Нейтралочку. Или драйв. В случае паркинга просто нажимаем на нее. Все. Единственное, что мне не очень понравилось, что сама паркинг кнопка не подсвечивается. И, кстати, при постановке на паркинг сразу активируется электронный стояночный тормоз. На самой приборной панели идет уже указание, что ручник активирован. Но здесь вот этого, мне кажется, немножко не хватает. При повороте руля направляющие не регулируются. Но можно посмотреть и в других ракурсах. Вот даже сколько осталось, так сказать, замерить. Конечно, машина новая, но по ощущениям достаточно мягко себя ведет. И такой вот сбитенький кабачок. Багажник открывается достаточно высоко. Но все равно немножко не хватает для меня. Ну, напомню, 1,87 м. Ну, чуть выше, чем средний рост статистический. Поэтому, ну, они все равно молодцы. Неплохо. В багажнике, как всегда, уже идут подарки. Компрессор. Подсветка светодиодная. Очень хорошо. И запах новой машины. Вот повезет новому владельцу. Что при беглом осмотре не очень понравилось из мелочей, так это вот что переключение рычажка указателя поворотов, оно сопровождается звуком, который идет из динамиков, вот с левой стороны и с правой. То есть вы музыку слушаете из них же, соответственно, идет этот звук. Ну, странное решение, может быть, сейчас это как бы дань моде, но если сделать музыку погромче, то их уже не слышно и вовсе. Еще также не понравилось, что при уборке снега с лобового стекла дворники не могут подниматься, потому что им мешает капот. Ни первый, ни второй. А вот что из мелочей понравилось, так это вот эта внимательность, которая вот, наверное, из школы старой Японии. Смотрите, рядом, я даже сразу не заметил, вот с бардачком есть такая маленькая, вроде как кнопочка. На самом деле это крючок, нажав на который, вот он до конца даже дощелкивается, он может удержать. Что удержать? Ну, наверное, мокрый зонтик. Да, мокрый зонтик повесили сюда, он будет капать, пока вы тут добежали. И на нем даже есть обозначение до 3 килограмм максимально. Удобно. И вот здесь же спряталась розеточка для прикуривателя. Или для вот компрессора как раз, который у нас в багажнике. Похоже, вот это вот ненадолго здесь крышка. Очень быстро оторвется, думаю. И из-за того, что здесь нет привычного рычага КПП, как я уже неоднократно говорил, здесь, смотрите, сколько места. Огромная ниша такая вот образовалась. Туда можно вот положить на зарядку свои гаджеты. 2 целых USB порта. Вот, в принципе, прикольно. Кто-то положил сюда и забыл. Какую-то сумочку, кстати, да. Да, вот я со своей сумочкой пришел, и теперь вот я буду класть ее сюда. Замечательно, замечательно. Итак, это был обзор на Havail Julian 23-го года выпуска. Резюмирую. Для кого эта машина? Скорее всего, для молодых людей. Также хорошо подойдет для представительниц прекрасного пола. Это современный автомобиль в угоду современных тенденций и реалий, которые диктует рынок. Поэтому, да, он достаточно неплохо оснащен, но требует привычки, наверное, какие-то элементы управления, в том числе и через мультимедиа. Ну, как вот сейчас вот в Tesla сделано сейчас все управление через вот планшет. Поэтому
Я думаю, может быть, недельку покатавшись на нем, вы уже будете с легкостью находить все элементы управления просто прям закрытыми глазами. Наверное, даже вслепую тыкать, и уже будет и подогрев сидений, и обдув, и все остальное. Да, я не сказал, что он поддерживает CarPlay и Android Auto, поэтому проблем с навигацией не будет через ваш телефон. Но опять же, это только внешний обзор, да, и какие-то элементы внутреннего дизайна. Нету полноценного тест-драйва, да, то есть я не могу его взять и покататься по городу, я не могу сделать какой-то выезд на внедорожье, да, на бездорожье, потому что у меня слишком мало подписчиков оказывается, и вот Хавейл пока по моим просьбам не хочет выдавать автомобиль на день, два, три, чтобы я мог полноценно о нем рассказать и как бы свое мнение, так сказать, озвучить, потому что, озвучивать то, что мне предложат менеджеры там на листе А4, там 2-3 листа, зубрить текст и его прочитать, на это я не соглашаюсь. Пока официальные дилеры и представительства не решаются дать мне свою продукцию на полноценный обзор, наверное, боятся, что я буду ее хаять там, да? Вот. Хотя, в принципе, автомобиль неплохой. Неплохой и, возможно, даже мне в каких-то моментах понравился. Зная, что этот автомобиль попадет мне в руки буквально на пару часов, я посмотрел несколько отзывов на драйве, на дроме, YouTube открыл, и, конечно, там вот в основном набирают просмотры видео, которые хают этот автомобиль. Вот. Я очень хотел увидеть ее живьем, вот, пощупать, посмотреть, вот, что же это все-таки такое. Не как в салоне, да, вот, а вот именно вот, завести, прокатиться, хоть и даже на вот буквально 100 метров. Но что хочу сказать, я не ощутил, что вот это вот действительно вот какой-то жесткий дешман. Нет, все достаточно хорошо собрано, все жестко, все держится так монолитно. Поэтому лично каких-то отрицательных ощущений у меня вот на душе не осталось после знакомства с этим автомобилем. Даже наоборот, наверное, чувство небольшой гордости, потому что все-таки этот автомобиль собирается у нас под Тулой, а за свой регион я теперь... Я и раньше чувствовал гордость, потому что Тула, как вы знаете, славится пряниками, самоварами и оружием, а теперь еще и вот такими вот выходцами от Хавейла. Да, хотел бы очень, конечно, Хавейл Дарго еще взять, вот, может быть, мне когда-нибудь все-таки выдадут его, вот, сделать на него обзор, но его вот прям нужно уже вести на бездорожье. По чистой случайности мне все-таки удалось взять машину и покататься на ней вот в течение дня. И, честно говоря, вот в процессе вождения совершенно другое ощущение. Даже на какие-то вот те тонкости и моменты, которые в самом начале я говорил, вот первые впечатления, они поменялись, потому что немножко вот поездив, ты видишь, что не все так плохо в каких-то местах. Даже можно, к этому привыкаешь и даже понимаешь, вот как разработчики, как инженеры все это проектировали для твоего удобства. Ну и в каких-то моментах видишь, где вот эти недочеты, которые ты в самом начале не увидел. Вот так вот я хочу сказать. Сейчас идет сильный снег. Я не чувствую вот из-за этой каши, которая на дорогах, которую еще не везде убрали, вот особенно на парковке, где вот я сейчас был, сдавал колеса, вообще не чувствовал какой-то вот проблемы выехать, даже на переднем приводе. Потому что, не знаю, говорил я или нет, это комплектация Elite как раз с передним приводом. Здесь полного нет. Хотя знаю, что полный привод, он все равно подключается самостоятельно и отключается там, возможно, где-то на 40 километрах. Так что он только помощник в таких сложных ситуациях, когда нужно где-то выехать или проехать. Стоят зимние шипованные колеса, от этого, конечно, вот гул слышен, особенно сзади. То есть арки здесь зашумить, было бы очень даже хорошо. Повороты машина даже крутые, хорошо держит, все вот так вот как-то прогнозируемо. Ну и, конечно, радует руль, он такой мягкий. Я включил обогрев, думал до этого, зачем это нужно, кому это нужно. Приятно так, он подогревает пальчики. А вот что не очень понравилось, хотя я, может быть, сразу этого не заметил, хотя вот когда в салонах китайских автомобилей обычно приходишь, замечаешь, что сама сидушка, вот эта вот подушечка, на которую ты садишься своей пятой точкой, она какая-то настолько узкая. Может быть, это, конечно, в таких вот более бюджетных машинах.
Но вот я никогда не замечал, у меня, в принципе, такое телосложение, что пятая точка не такая уж широкая, большая, а такое ощущение, что мне давит прямо вот в кости. Вот как бы я ни сел, вот эти вот подушки давят мне в кости. Вот напишите комментарий, если у кого-то тоже такое вот замечено. И она никак не регулируется, она вроде как и мягкая, но все время меня так обнимает, что вот надавливает. Ну, не очень это приятно, хочу сказать. И вот о чем я говорю, да? Вот как бы я ни сел, я, получается, проваливаюсь и упираюсь вот в эти вот подушечки. Вот. И они такое ощущение, вот, что вот, да, они хоть и мягкие, но им больше деваться-то некуда. Они все время меня так обнимают, что давят на вот эти косточки. Да, ну, не совсем это мне нравится. С климат-контролем я разобрался, он, в принципе, меня устраивает. И даже теперь вот без проблем нахожу, как сделать обдув побольше, включить подогрев переднего и заднего стекла. Все достаточно неплохо, быстро отогревает, лед не намерзает. Даже вот в зоне дворников такого я не заметил. Хотя сейчас у нас минус 7, снег сильно идет. Машину не сносит, не заносит, даже на скользкой дороге. Ну, слышно, как цепляются колесики, шуршат, но поведение предсказуемое и такое вот добротное. А что насчет подвески? Ну, хочу сказать, она вроде как в меру мягкая, с одной стороны, потому что вот я еду и чувствую вот комфортабельность такое вот передвижения, да, даже вот на неровных участках, где особенно лед такой намерз, и есть какие-то стыки вот в асфальте, но в то же время это все слышишь, это все как-то передается, и, ну, не хочу сказать, что какая-то неприятная работа подвески, но вот шум, он напрягает. То есть, вот, мне кажется, чуть-чуть еще самостоятельно подшумить, и будет вообще конфетка. Джолион, кстати, вот никто никогда не говорил, что это вообще обозначает, вот это имя, да, которое дали Хавейлу. Так-то я думал, может быть, это львенок Джо, ну, как бы я вот так перевел бы с английского языка, да, но на самом деле это аббревиатура из 3 составляющих, то есть Joy, наслаждение, Life, как live, да, вот жизнью, наслаждение жизнью, и он, то есть быть всегда включенным, да, то есть как включение какого-либо прибора, то есть включайся в наслаждение жизнью, наверное, вот такой вот посыл был от производителя. Джолион, они даже сами не подумали, ну, я думаю, что вот львенок Джо, я бы его назвал, если бы это был мой автомобиль. Прикольно, в принципе. С ним можно подружиться, я так думаю. Конечно, если это китайский автомобиль, то они вот любят его напичкать, ну, прям всем. То есть под завязку. Здесь уже есть такая приятная опция. То есть ты закрылся, когда заглушил движок, двери сами открылись. Стоит чуть-чуть газку добавить, уже чувствую, как вот проскальзывают передние колесики. Ну, конечно, это же не полный привод. Сейчас мы попробуем съехать. Тут на внедорожье большое нет смысла катить эту машину. А вот тут у меня есть обычная моя дорога, которую я вот еду к себе на стройку. Она всегда идет как раз вот с большим спуском уклоном. Ну, заодно посмотрим, как он съедет и как заедет. Попробуем. Как раз у меня есть немножко еще времени. Помощь при спуске отлично работает, сама машина притормаживает, ну, в принципе, здесь ничего удивительного. Еще требует привычки вот эта вот рукоятка переключения КПП, потому что она крутится вот так вот прям, нету вот стопора. Ты можешь крутить сколько угодно и думать, переключился я, уже нет. Давайте сейчас попробуем заехать вон на ту горку, заодно посмотреть, как она себя поведет. Конечно, передний привод, но все равно попробуем. Итак, небольшая проблема. Здесь более глубокий снег, он не утоптанный, машина немного допровалилась. Сейчас попробуем выехать самостоятельно.
Конечно, это такое лайтовое препятствие, но я, честно говоря, приятно удивлен. Кстати, в процессе вождения, вот, эксплуатации машины, я заметил, что вот эта ниша оказывается очень удобная для того, чтобы положить сюда телефон. И, соответственно, можно даже запустить навигацию, если, ну, не подключаться к Android Auto или CarPlay. И этого достаточно, чтобы вот отсюда можно было так мельком глаза глянуть и посмотреть, куда ты едешь. Конечно, небольшое отвлечение есть, но очень удобно, кстати. Единственное, только что я увидел на самой резинке, что, возможно, она будет как бы вот заряжать без проводной зарядкой. Но нет, здесь такого нет. Это просто показатель того, что сюда нужно протянуть кабелек. Сейчас я сниму, попробую. Увидев, что здесь есть такой вот значок, я подумал, что, возможно, здесь беспроводная зарядка. Но на самом деле нет. Здесь есть вот отверстие, через которое нужно самому кабель протянуть. А идет он как раз вот сюда вниз. И даже указатель, что вот первый верхний USB вход, это как раз для того, чтобы можно было подключить свой телефон. Ну или второй, там какой угодно. Значит, кабелек ты сам протягиваешь, высовываешь, и тогда можешь здесь заряжать, пожалуйста. Или заменить, наверное, коврик на беспроводную зарядку. Возможно, в каких-то комплектациях оно так и есть уже. Но в нашей Elite такого нет. Ну и наконец-то я сдал летние колеса. Значит, мы можем сейчас сложить задние спинки сиденьев и посмотреть, как там на заднем диванчике. Багажник без электропривода, ну, достаточно шустрый. Здесь, кстати, за место шторки, она вот такая вот, ну, тоже шторка, но она жесткая. Как-то еще должна крепиться. Мне кажется, без нее было даже более интересно. Багажник без каких-то выдающихся достижений в плане объема, но сказать, что он маленький, просто язык не поворачивается. В принципе, сюда все достаточно хорошо войдет, только вот, скорее всего, наверное, помешает вот эта жесткая шторка. Без нее, мне кажется, даже лучше будет. Можно сразу снять ее, где-нибудь оставить в гараже. Так, машина новая, тут даже еще не сняли никакие чехлы. Отлично. В принципе, я достаточно хорошо разместился, как принято говорить у известных блогеров, автообзорщиков. Над головой есть немножечко места, и даже коленочкам хватает. Ну, хорошо. Для комфортного передвижения задних пассажиров есть дефлекторы обдува. Даже два USB-порта для подзарядки своих гаджетов. И небольшой такой вот кармашек. Что-то туда можно положить. Но не бутылочки, потому что для бутылочек и стаканчиков, в принципе, ну как это всегда, есть у каждого свои. А также здесь есть подлокотник с двумя подстаканниками. Замечательно. В принципе, я так понимаю, что здесь могут поместиться 3 пассажира достаточно комфортно, ну, не крупные комплектации, потому что здесь внизу нету тоннеля. Пол достаточно ровный. А если нет тоннеля, значит можно без проблем поставить свои ножки, коленочки просунуть посерединке и наслаждаться путешествием. Сама сидушка посередине достаточно мягкая, немного жесткая, мне кажется, спинка. Но если не длинные путешествия какие-то, до часу, там 2, то удобно. А там, в принципе, можно, если что, поменяться со своим соседом. Да, и хорошее решение в багажнике, что есть небольшой вот бортик, где-то около 8 сантиметров. Так что ничего не будет никогда выкатываться, даже если вы поставили машину под уклоном. И совсем немного выступает сам бампер. Конечно, я все равно бы его защитил, потому что он крашеный, и можно наделать сколов, царапин, потому что когда ты поднимаешь сумку, ты как раз вот достаточно высоко поднимаешь, чтобы его загрузить в багажник, и вот как раз место удара. Поэтому, конечно, защита каким-нибудь пластиком здесь, ну, крайне приветствуется, как мне кажется. Закрытую машину можно открыть с бесключевым доступом, но только с водительской двери. Зато как только мы садимся в машину, двери автоматически сразу закрываются. Стоит только заглушить двигатель, двери автоматически открываются. Мелочь, а приятно. Мне повезло покататься именно вот в такую погоду заснеженную. Еще здесь не чищено. Но машина, я хочу сказать, пробирается молодцом. Я не знаю, как бы себя повел полный привод, но никакого намека я не чувствую на то, чтобы я где-то застрял. Молодец. Только вот эта шайба немного напрягает, потому что чуть больше прокрутил уже на ручном режиме. Вот так вот. Давай, давай, молодец. Отлично. На ручном режиме
Едешь, думаешь, ё-моё. Давай впередик. Сколько здесь лед прям получается под снегом. За 2 часа намело уже сантиметров 15. Вот такая вот зима в этом году. Что хочу сказать. Хоть это и 1,5-литровый мотор, 143 лошадиные силы в нем, передний привод, но все-таки благодаря турбине, наверное, он достаточно прыткий. Хорошо вот стартует, хорошая тяга и очень чувствительные тормоза. Вот это вот мне прям порадовало. Даже на скользкой дороге прям тут же моментом отклик на педаль тормоза, и стопорится все, юзом не идет, он хорошо отрабатывает. Так что чувствуется прямо вот контролируемое безопасное вождение. Чуть что лед находится под колесиками передними, они тут же прям прокручиваются, но отрабатывает система ESP. АБС прям стрекочет, ну не сильно вмешивается, то есть нет такого, что прям машина идет юзом там или как-то становится неконтролируемой. Все достаточно прогнозируемое. И, наверное, я думаю, с этой машиной можно действительно подружиться. Если вам было полезно и познавательно это видео, конечно, поставьте ему лайк. С вами был Сергей Перетягин, до новых встреч в эфире и пока!